Всем привет! В этом видео я покажу, как приготовить очень ароматное тыквенное пирожное и покрою 3 видами глазури. Если вам интересно, смотрите дальше. Первым делом приготовим тыквенный бисквит. Бисквит надо подготовить заранее. Для бисквита нам понадобится 2 больших яйца, растительное масло, белый сахар, коричневый сахар, пюре из тыквы, разрыхлитель, сода, щепотка соли, корица, молотый имбирь, мускатный орех, ваниль, сливочное масло, мука и молоко. Сливочное масло комнатной температуры взбиваем с сахаром. По одному добавляем яйцо. Каждый раз хорошо перемешиваем, чтобы все ингредиенты между собой объединились. Добавляем растительное масло и опять все хорошо перемешиваем миксером. Добавляем порциями сухую смесь и тыквенное пюре. Перемешиваем миксером до однородной массы. Добавляем молоко. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Молоко и пюре могут быть слегка теплые, 30-35 градусов. Если хотим, чтобы готовые бисквиты были более желтые, добавляем куркуму. Распределяем тесто по формочкам. У меня одна форма 14, вторая 16 см в диаметре. Выпекаем в заранее подогретой духовке 180 градусов примерно 20-30 минут. Готовность проверяем сухой палочкой. И не спешим доставать бисквиты, если не уверены, что они пропеклись. Готовые бисквиты остужаем, заворачиваем в пищевую пленку и ставим в холодильник. На второй день достаем и разрезаем на коржи. Как всегда, срезаю верхушку бисквита. Вырезаем нужного размера бисквиты для муссовых пирожных. Далее подготавливаем банановый крем. Для крема нам понадобится пюре банана, сливки, сок лимона, желток, ром, коньяк по желанию, сахар, корица тоже по желанию, желатин, банан с лимонным соком пробиваем блендером. Перекладываем банановое пюре, сахар, специи, желток, сливки, алкоголь по желанию. Перемешиваем венчиком, ставим на плиту и варим до загустения. Добавляем набухший желатин, перемешиваем, пока желатин растворится в этом креме. Пропускаем через сито, наполняем формочки, ставим в морозилку и замораживаем. У меня заморозились за 1 час. Тыквенный мусс. Для мусса берем желатин, пюре тыквы, белый шоколад, сливочный сыр, сливки, ваниль, цедра, апельсин. Тыквенное пюре, ваниль, цедру апельсина. Ставим в кошик, подогреваем, чтобы апельсин отдал свой аромат тыквенному пюре. Снимаем с плиты, добавляем белый шоколад, перемешиваем до полного растворения. Добавляем сливочный сыр, перемешиваем, перекладываем в другую чашу, подогреваем набухший желатин, добавляем в эту массу. Хорошо перемешиваем, добавляем взбитые сливки
Сливки взбиваем до мягких пиков. Очень нежный ароматный мусс. Берем силиконовые формочки. У меня будут такие тыковки. Наполняем немного мусса. Замороженный банановый крем. Сверху наливаем еще мусс и кладем бисквит. Так наполняем всю формочку и ставим в морозилку до того, пока наше пирожное полностью заморозится. Примерно 12 часов. Пирожное я буду покрывать 3 видами глазури. Первый вариант — это глазурь гурме. Рецепт оставлю в описании. Тут я приготовила глазурь из белого шоколада, добавила оранжевый краситель, перебила блендером. Глазурь использую примерно 35-40 градусов. Чтобы пирожное было более похоже на тыковку, я немного добавила глазурь гурме зеленого цвета. Макаем пирожное, достаем, дожидаемся, пока глазурь больше не стекает. Протираем низ пирожного, чтобы низ был гладкий. Ставим на подложку. Если хотим, чтобы пирожные были более зеленым цветом, побольше, тогда зеленого цвета надо добавлять гораздо больше. Я тут очень минимально добавила зеленого, чтобы так только по бокам немного можно было видеть зеленый оттенок. Прокручиваем палочки, достаем. Очень удобная глазурь, ее можно вот так придерживать руками. Второй вариант — покрыть пирожное зеркальной глазурью. У меня это веганская зеркальная глазурь. Подробнее про эту глазурь я сниму видео, покажу и расскажу. Но вы можете использовать любую зеркальную глазурь или глазурь на фруктовом пюре. Ссылки оставлю в описании. Фруктовое пюре можем брать в этом случае пюре тыквы и готовить зеркальную глазурь. Первое пирожное я вам показываю. Цвет естественный на тыквенном пюре, я не добавляла красителей. Глазурь получилась очень такая прозрачная. Поэтому я добавила немного оранжевого красителя, перебила блендером, и тогда уже пироженки были менее прозрачные. Так мне лучше понравилось. Третий вариант — покрыть пирожное велюром. Пирожное мы можем ставить на подложку и покрывать велюром, но тогда обязательно надо пирожное как бы приклеить к подложке, так как велюр наносится с давлением из краскопульта. Одно такое маленькое пирожное может улететь. Конечно, можно вот так пирожное взять в руки. Второй вариант: мы можем в пирожное тыкнуть палочку и прокручиваем пирожное и наносим велюр со всех сторон. Первые варианты у меня были палочки от помидора, это верхушка. Это, конечно, не будет съедобная часть, но мы можем сделать из пластичного шоколада или из мастики. Лучше, конечно, брать пластичный шоколад, так как мастика на замороженном пирожном может таять. А пластичный шоколад, наоборот, он на замороженном пирожном становится более крепкий. Ну и все, наши тыковки готовы. Вот такие пироженки
получились. Мне этот вариант с палочками от помидоров очень нравится. Если вам не нравится, вы можете, вот я показала, сделать из пластичного шоколада или из мастики. Ну, это на любителя. И тут мы можем оценить, какая глазурь лучше смотрится для этих пирожных. Конечно, велюр, он более так оставляет эту форму, все изгибы этой формы тыквы. Глазурь гурме немного как бы спрятывает все эти углубления. Зеркальная глазурь мне получилась более похожа на помидоры, но все равно получилось очень красиво. И немного про эту веганскую глазурь. Ее можно брать в руки, и она не прилипает. Разрезаю я еще не размороженные пирожные. Очень ароматные, очень нежные, вкусные пирожные. Советую вам попробовать приготовить, даже если вы не любитель тыквы, так как тут вкус очень нежный. Сама тыква не выделяется. Тут есть такие вот разные привкусы. Немного корицы, немного апельсин, немного банана. У каждой глазури есть свои плюсы. Например, мне нравится, как глазурь гурме покрывается этими каплями, когда размораживается пирожное. Зеркальная глазурь, она как всегда эффектна, а велюр со своей мелкой крошкой подчеркивает все мелочи самой формы. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока!